В ночь на 13 июня 2025 года Израиль осуществил серию масштабных ударов по Ирану, начав операцию, которую в Иерусалиме называют «превентивной». Среди основных целей – объект по обогащению урана в Натанзе, а также иранские физики-ядерщики и высокопоставленные военные. По данным иранского госагентства Мехр, в результате атаки погибли 3 ученых. Агентство Reuters утверждает, что при атаке погиб начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Багери, а издание Тасним сообщает, что еще одной жертвой ударов стал командующий Ксир Салами. Реакция сторон и стратегические заявления министр обороны Израиля назвал удары превентивными и заявил о подготовке к вероятному ответу со стороны Ирана. Армия Израиля объявила введение особого положения в стране. Ее воздушное пространство сейчас закрыто. Ударам, по данным Аль-Масира, подверглись Тегеран, Натанз, Харимабад и Хамадан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что война с Ираном будет долгой. Он отметил, что Тель-Авив нанес очень успешный первый удар по ведущим ученым, занимающимся разработкой ядерного оружия. Нетаньяху призвал мирных граждан начать запасаться продуктами, одеждой и терпением, поскольку война будет долгой, дольше, чем все привыкли. Вчера премьер-министр прикрепил к западной стене, стена плача, записку со стихом: «Народ, который встает как львица и как лев превозносит себя». Отметим, что стих Нетаньяху сильно похож на стих из Ветхого Завета. Числа 23 глава, 24 стих. Вот. «Народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Детали операции «Нация льва» и угроза Израиля. Израиль осуществил масштабную операцию под кодовым названием «Нация льва», нанеся удары по ядерным целям в Иране. Подготовка к этой операции велась несколько лет. Предполагается, что она включала в себя 3 этапа и задействовала командос, мобильные ударные системы и беспилотники, запущенные с секретной базы внутри Ирана. Первый этап включал размещение диверсионных групп Моссада с ударными системами вблизи иранских ЗРК, которые были активированы одновременно с израильскими авиаударами. Второй этап был направлен на подавление иранской ПВО с использованием помеховых комплексов, установленных на транспортных средствах. Третий этап заключался в атаке на базу Эсфеджабад с использованием беспилотников, запущенных с территории Ирана, с целью уничтожения пусковых установок баллистических ракет. Израиль выдвинул ультиматум Ирану. Теперь, когда небо Ирана полностью открыто и беззащитно, его лидерам предстоит принять решение. Если они нападут на нас, мы атакуем их нефтеперерабатывающие заводы и разрушим их экономику. Если они позволят нам уничтожить их ядерные объекты без жесткого ответа, мы оставим их нефтеперерабатывающие заводы нетронутыми. Международная реакция и внутренняя ситуация в Иране. США не помогали Израилю наносить удары, заявил госсекретарь Рубио. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи в послании гражданам заявил: «Этим преступлением Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу, и он ее обязательно получит». Со своей стороны Дональд Трамп сделал резкое заявление: «Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я сказал им в самых сильных выражениях: просто сделайте это». Но как бы они ни старались, как бы близко они ни были, они просто не могли этого сделать. Я сказал им, что это будет намного хуже, чем все, что они знают, ожидают, или что им говорили, что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире сразу, и что у Израиля ее много, и ее будет еще больше, и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Они все уже мертвы, и будет только хуже. Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне, а следующие уже запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, прежде чем ничего не останется, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно. «Да благословит вас всех Господь», — подытожил Трамп. Тем временем прошло около 10 часов с момента первого удара Израиля по Ирану,
и Тегеран до сих пор никак не отреагировал. По всему Ирану вспыхивают массовые протесты с призывами к военному ответу на израильские удары. Израильская стратегия и будущее конфликта. В Иерусалиме принято стратегическое решение о переходе к активной фазе конфликта. По данным из дипломатических и военных источников, израильское руководство дало санкцию на серию точечных, но крайне чувствительных ударов по инфраструктуре иранской ядерной программы, объектам ракетного производства и командным центрам Корпуса стражей Исламской революции. В окружении Нетаньяху открыто признают, момент выбран осознанно. На фоне нестабильности в регионе, внутренней перегруженности западных союзников и дипломатической растерянности Тегерана, Израиль видит историческое окно для ослабления иранских возможностей на годы вперед. По оперативным сводкам, часть ударов уже нанесена по подземным хранилищам в центральном Иране и по складам в районе Исфахана. Параллельно проводится ликвидация ключевых военных командиров, включая персонал ракетных частей. Израильская сторона намеренно ограничивает масштаб атак, чтобы не допустить полномасштабной войны, но постепенно разрушает критические сегменты оборонной инфраструктуры Ирана. Вашингтон, по данным инсайдеров, заранее информировался о планах, но официально дистанцировался от участия. В Белом доме пытаются сохранить иллюзию нейтралитета, опасаясь выхода конфликта из-под контроля. В ближайшие недели ожидается продолжение серии операций. Для Нетаньяху эта фаза уже носит характер личной политической ставки. Израиль готовится к долгому затяжному силовому давлению, параллельно выстраивая защиту от ответных атак дронов и прокси-групп Тегерана. В условиях обострения ситуации вокруг возможного израильского удара по ядерным объектам Ирана днем ранее Соединенные Штаты сообщили, что начали принимать беспрецедентные меры предосторожности на Ближнем Востоке. В частности, уже было известно о планах США по эвакуации дипломатов и семей военных из потенциально опасных районов. Спецпосланник Белого дома Стив Уитков предупреждал, что ответ Ирана на атаку Израиля может быть массированным, с большим количеством жертв, и угрожал атаковать американские объекты. В связи с этим США уже приступили к эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде и баз в Персидском заливе. В Израиле также были введены ограничения для американских дипломатов. Министр обороны США Пит Хексет официально одобрил добровольный отъезд семей американских военнослужащих, размещенных на базах на Ближнем Востоке. Представители Центрального командования США, Центком, подтвердили, что решение было принято в результате интенсивной координации с Государственным департаментом и региональными союзниками, подчеркивая, что безопасность американских солдат и их семей оставалась главным приоритетом. Эти действия указывали на высокий уровень готовности США к возможной дальнейшей военной эскалации. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.